Друзья, всем привет! Присоединяйтесь сегодня в прямом эфире. Мы обсудим очень важную тему. Это тема по заработной плате. Я постараюсь для вас дать по заработной плате в Эмиратах. Я дам информацию относительно в целом градации заработных плат, кто может рассчитывать на какие заработные платы, от чего зависит заработная плата в Эмиратах. Также дам, что можно сделать, чтобы уже поднять свою заработную плату, основные споры, которые возникают при заработных платах, там, начислении и так далее. Наверное, если успеем, скажу, если не успеем, то в следующем эфире, друзья. Откуда я знаю информацию по заработным платам? Ну, наверное, сама себе задала этот вопрос. Кстати, очень хорошо знаю заработные платы очень многих разных профессий, разных национальностей. И поняла, что, в принципе, это как бы я на этом не акцентирую внимание, но очень часто, в принципе, я когда смотрю договоры, это само собой разумеется, что я вижу заработные платы всех категорий людей разных, я вижу компании, как начисляют, и мнимые зарплаты, и реальные зарплаты. Также для себя, некий такое, представление, стереотипное. Я сразу скажу, я не специалист в этой области, я не работник отдела кадров, я там не анализирую специально, но очень много вопросов получаю относительно того, как примерно ориентироваться по заработной плате. И поскольку эта тема имеет большой отклик у населения, хотелось бы снять видео, сохранить его для вас, для того, чтобы вы понимали, какая заработная плата бывает в Эмиратах. И хотелось бы сразу акцентировать внимание на еще одном важном факте, друзья, что почему вам важно правильно, адекватно оценивать свою заработную плату. Очень часто забываю сказать об такой важной вещи, называется как overqualified. То есть здесь очень часто есть такая категория людей, которые почему-то, они думают, что они в нашей стране, когда они переезжают сюда, они очень хорошие специалисты, но они думают, что если они занизят свою заработную плату, они хорошие, такое резюме, у них опыт работы, и они идут на позицию ниже. Даже мне очень часто пишут, хотим быть помощниками вашими, люди очень хорошего уровня образования, опыта. И здесь есть понятие, как квалификация у него выше, чем требуется на эту должность. Поэтому это тоже такой тревожный фактор. Ни один работодатель не возьмет такого работника, потому что он видит, что этот работник просто пытается как трамплин использовать, приехать, поработать, и понятно, что человек с таким опытом, с такими амбициями, он в любом случае не удержится долго на этой работе, поэтому вы можете получать отказы, когда вы соглашаетесь даже на нижеоплачиваемую работу, поэтому здесь тоже есть подвох, когда работодатель вас оценивает с разных сторон. Если вы просите очень большую заработную плату, это тоже не есть хорошо, то есть вы неадекватно оцениваете свой уровень, вы не изучили, вы не сделали анализ, поэтому очень важно прийти и сразу понимать. И еще такой фактор возникает, когда вы не знаете, какую зарплату просить, и не изучили эту сферу, вы приезжаете, потом получаете какую-то работу, более-менее вам показалось, что зарплата устраивает нормально, а потом вдруг выясняется, что вам предложили больше. Вы уже отдали документы на оформление, у меня очень много таких бывает запросов, когда говорят, мы уже отдали документы, уже нам визу сделали, или кто-то делает уже на пути работодатель, и тут ему предлагают зарплату выше. И он понимает, что он прогадал, просчитался, и человек понимает, что он просчитался, хочет зарплату больше, соответственно, уже перейти. Но здесь у него уже возникли обязательства, так тоже нельзя. Поэтому, друзья, очень важно свою зарплату сразу понимать, какие зарплаты существуют и как они делятся. Я не буду говорить конкретно по, допустим, какой-то определенной должности, вот ты конкретно получишь такую заработную плату, потому что я бы хотела вас научить самим ориентироваться. Вот каждый из вас сейчас, вы могли бы себе представить себя, и, наверное, даже интересное такое домашнее задание для себя, подумайте, на какую категорию вы подходите. Итак, я хотела бы сразу так определиться на градации заработных плат. Смотрите, друзья, существуют заработные платы до 5000 дирхам, это я так для себя условно разделила. Зарплата существует от 5000 дирхам до 10 тысяч дирхам. До 5000 дирхам, значит, получает больше технический персонал и обслуживающий персонал.
Сейчас остановимся подробнее на каждой конкретной категории. От 5000 дирхам, кстати, давайте я вам посчитаю, сколько это будет стоить сразу, ну, в долларах, если вы находитесь у себя в стране. Итак, заработная плата до 5000 дирхам, это будет примерно 1000, сейчас скажу, это будет уровень, вчера только купила для вас калькулятор, и он, соответственно, в Day to Day. Так, 1362 доллара. Ну, скажем, 1360 долларов, до 1360 долларов, условно, это заработная плата технического персонала, обслуживающего персонала. Зарплаты от 1000, допустим, 400 долларов до уровня 2800, скажем, да, 2800 долларов, это до 10 тысяч дирхам. Это уровень чуть выше категории людей, это административно, скажем так, технически административный больше персонал, да? И зарплаты от 10 тысяч дирхам до 20 тысяч дирхам, это административно-управленческий, я бы сказала так условно, да, назовем такой персонал. И от 20 тысяч до 50 тысяч дирхам, это уже управленческий персонал или даже менеджмента. Вы можете... Хорошо, я отвечу, Вера, на ваш вопрос. Вы задавайте, кстати, ваши вопросы, буду рада ответить. Итого, значит, зарплата делится до 5000 дирхам, от 5 до 10 тысяч дирхам, от 10 до 20 тысяч дирхам и от 20 до 50 тысяч дирхам. Я сейчас разделю, расскажу вам о каждой категории. Если вы приезжаете и вам предлагают зарплату до 5000 дирхам, друзья, то вы сразу учитываете такие категории, как социальный пакет. То есть дают ли вам жилье, дают ли вам питание, оплачивают ли вам проезд, это важно. То есть на такую заработную плату, скажем так, нужно соглашаться, если у вас очень низкий уровень английского языка, если вы устраиваетесь, если вы там молодой человек, которому в принципе нет особых обязательств в своей стране, если у вас мало опыта, если вы новичок. Вот на такую заработную плату, если вы придете, вы поработаете. И бывают такие люди, которые в принципе пришли просто пожить в этой стране, так скажем так, молодые ребята, девушки, которые просто, ну, нету такого обязательства, дети, семья, там, каких-то оплат дополнительных, поэтому вот при такой заработной плате работают в основном это, ну, скажем так, здесь вне зависимости от национальности, кстати, друзья, здесь работают такие работники, как обслуживающие, это может быть хостел, гостиница, официанты, это могут быть доставщики, водители, секретари. И у этой категории заработной платы, ну, большинство людей получают такую заработную плату. Ну, не принято говорить о заработной плате, понятно, что люди скрывают и так далее. То есть, если, допустим, человек на такой должности, службе, ну, получает зарплату, там, я не знаю, показывает какую-то там лакшери жизнь, фотографии какие-то там, брендовые вещи, ну, не всегда это соответствует действительности, можно на это, как говорится, не ведитесь. Потому что большинство людей такую заработную получают, если они только приехали, если у них нету диплома. Кстати, зарплата от чего зависит, чуть позже тоже скажу. Итак, это заработная плата, значит, новичков, скажем так, или тех, кто из стран, ну, где, в принципе, заработные платы очень, скажем так, низкий уровень жизни. Для них такие заработные платы, ну, это очень хорошие заработные платы. Если вы сейчас про себя прикинули про себя и думаете, да, мне достаточно эта заработная плата, то, пожалуйста, задумайтесь, вы составляете конкуренцию людям, для которых эта зарплата, ну, прям действительно хорошая заработная плата. Так, значит, переходим к следующей категории заработной платы. Значит, заработная плата от 5 до 10 тысяч дирхам. Так, от 5 до 10 тысяч дирхам, друзья, это, значит, как я уже отметила, в долларах я вам уже это отметила, ну, если что, там посчитайте сами. Это заработная плата большинства, это большинства людей, особенно с нашим дипломом. Если, ну, здесь уже варьируется, какую компанию вы нашли в зависимости, и какая политика, насколько компания состоятельная, здесь варьируется именно соцпакет.
На этой заработной плате существует очень большое количество людей. Значит, это продавцы, может быть, в хороших ритейловых компаниях, может быть, им предоставляют оплачивать вплоть до школы детей, может быть, у них хорошая страховка покрывает, у них еще бывают комиссионные, бывает на этой заработной плате. То есть вот эта фиксированная заработная плата от 5 до 10 тысяч дирхам, это, я думаю, что это большинство людей должны нацеливаться на эту заработную плату, плюс еще хороший социальный пакет. Эта заработная плата рекомендована для тех, я рекомендую для тех, кто только приезжает в страну, у кого есть диплом, у кого есть уже опыт работы в своей стране. Также это рекомендуется зарплата для тех, кто высоко оценивает свой опыт работы, уровень английского, для тех, кто, если вы, допустим, скажем так, с семьей приезжаете, у вас дети, то, соответственно, вы должны уже от 10 и выше получать. Кстати, по зарплате до 5000 дирхам сразу хочу сказать, что это уровень минимальный, где-то от 3-4 тысячи дирхам, 3000 дирхам для того, чтобы открыли банковский счет, 4000 дирхам для того, чтобы, это в Дубае вы проверьте, если вы будете на момент открытия в эмиграцию, потому что часто бывает меняется, это заработная плата в размере 4000, если вы хотите на своего ребенка выступить спонсором, мужу, или жене выступить спонсором визы, есть какой-то определенный минимальный пакет, минимальный лимит заработной платы. Вот от 5 до 10 тысяч вы уже будете, скажем так, для потребительского займа, для банка вы будете интересны. Особенно если у вас 10 тысяч дирхам рубеж уже достигает, то, соответственно, вы там даже можете подумать об ипотеке. Это категория большинства людей, у которых есть высшее образование. Эту зарплату получают также люди, которые уже определенный год проработали в Эмиратах. То есть здесь нужно понимать, что опыт работы непосредственно в Эмиратах, он тоже очень ценится, и вам будут платить чуть больше, если у вас есть опыт работы в Эмиратах год и более. Далее, значит, это заработная плата. В принципе, я уже сказала, значит, это если у вас начальный путь, если у вас хороший английский, если у вас диплом высшего образования, есть хороший легализованный, если вы идете, это получает зарплату большинство офисных работников, продавцы, айтишники, те же юристы могут получать плюс комиссионные, вот такой вот уровень заработной платы, я бы сказала, что это у административно, условно персонала, скажем. Если заработная плата составляет от 10 до 20 тысяч дирхам, друзья, это уже хорошая заработная плата. Если человек получает выше 10 тысяч дирхам, скажем, условно сейчас 12-15 тысяч дирхам, то он рассматривается как очень даже привлекательный человек. Если он более полугода получает такую заработную плату, то его рассматривают уже на ипотеку, то могут предлагать, банки часто назойливо звонят, предлагают какие-то потребительские кредиты, потому что это на самом деле уже считается хорошая заработная плата. Ее кому дают, друзья? Ее платят в основном тем, кто однозначно имеет опыт работы в Эмиратах. То есть приехать и сразу получать такую заработную плату вы можете, но я скажу, кто может. Такая категория людей может, которых, скажем так, уникальная специальность какая-то, уникальная у них лицензия есть какая-то, которая им нужна, например, работодателям, например, врачи, те же самые может получать. Это могут получать также люди с особым языком. Например, девушка, которая как-то получала такую заработную плату, чуть больше у меня из моих знакомых, это которая знала китайский язык. Помимо английского языка у нее был китайский язык. То есть, если у вас есть какой-то отличительный, уникальный навык, скилл, скажем, тогда вам сюда дорога. Просите от 10 и выше сразу. И здесь эти люди, если у вас, например, семья, вы можете смело приезжать на зарплату, я не говорю, 4-5 детей, но если у вас пару детей школьного возраста, и муж такую же зарплату получает, жена такую же зарплату получает, рубеж от 10 до 20 тысяч дирхам, плюс еще мы говорим, возможно, у вас будут подработки, комиссия, плюс еще будут отпускные хорошие, то, соответственно, эта зарплата позволит вам жить в принципе нормально. Скажем так, конечно, зависит от ваших запросов, но, соответственно, чем выше оклад, тем больше запросов у людей, как мы видим, жизнь показывает. Поэтому, в принципе, эта зарплата, она вполне
вполне реальная зарплата от 10 до 20 тысяч дирхам. Это зарплата большинства людей, которые выше среднего уровня, скажем так. Ну, где-то средний уровень, уже ближе к хорошему уровню, зависит от компании, от соцпакета, кстати, тоже. Теперь, значит, зарплаты от 20 тысяч до 50 тысяч, друзья, зарплаты, это, ну, она считается очень хорошая заработная плата. Я почему такую большую градацию беру, друзья, сейчас далее объясню, потому что здесь такой важный фактор надо учитывать, что нету такого, что, друзья, вот сразу скажу, что вы получаете заработную плату, допустим, ну, я не знаю, бухгалтер, да, работник отдела кадра, и нет такого, что он получает заработную плату одинаково в каждой компании. То есть вот как в наших странах, да, все там общее, там все юристы получают примерно такую заработную плату с одинаковым опытом. Здесь такого нету. Потому что здесь очень разный уровень компании, национальность компании, может быть, это настолько огромные масштабы компаний, есть филиалы компаний, есть компании международные, есть компании очень узкие, такой, скажем так, маленькие компании, есть. И поэтому вот нету такого единственно, там, не знаю, есть компания во фризоне, есть компания, которая вообще здесь не работает, но работники ее сидят здесь. Поэтому очень большая градация компаний не только по уровню доходов, но, соответственно, по отношению, по политике, по национальным каким-то особенностям. И очень много, поэтому нету такого, что всем одинаково платят. Если, например, один работник, бухгалтер в одной компании получает, ну, допустим, там 5000 дирхам, такие тоже есть запросто, а в другой компании он получает 20 тысяч дирхам. То есть тот же человек, похожий, там, с такой же функционал у него и так далее. То есть полностью может быть один в один работа, но все зависит от ряда факторов, то есть как его оценивает компания, в какую компанию он попал, и очень много субъективных, объективных факторов сюда смешивается, поэтому здесь вот такой вот уровень сильно очень варьируется, друзья. Вот, возвращаясь к зарплате от 20 до 50 тысяч дирхам, друзья, здесь сразу скажу, что здесь можно взять даже визу, сделать своим родителям. Родителям там последний раз, когда я проверяла, было 20 тысяч, по-моему, дирхам. Если вы делаете родителям визу, забираете их к себе сюда в Эмираты жить, резидентскую визу. Также здесь на этой зарплате очень хорошо себя чувствуют, ну, в принципе, большинство людей с европейским дипломом, большинство людей управленческого, менеджер состава, соответственно. И опять же, да, один менеджер может получать 20 тысяч, другой менеджер может получать с таким же функционалом, с таким же совершенно видом деятельности, образованием, опытом, он может получать и 50 тысяч, зависит от того, в какой фризоне, в какой компании он иностранно устроился, какой опыт у этой компании и так далее. Поэтому, ну, вот такая вот градация. Такую заработную плату получает большинство местных граждан, которые, соответственно, ну, у них там минимально тоже есть свой заработная плата, где, это я говорю про граждан Эмирата. Вот, эту зарплату, скажем так, этот доход могут получать люди, которые имеют комиссию, сидя на зарплате, там, 5 тысяч дирхам или 10 тысяч дирхам. Но если они выполняют определенный план продаж, может быть, или они выполняют определенное количество, привлекают клиентов и так далее. То есть так можно тоже достигать заработных плат, ну, дохода в целом. Поэтому, ну, я так скажу, что это заработная плата, к которому большинство стремятся или, соответственно, должны стремиться повышать свой уровень. Ну, соответственно, конечно, это врачи, это айтишники, это, я не знаю, может быть, где-то юристы DIFC, да, в основном Дубайский международный финансовый центр, там зарплаты очень высокие. Вот, друзья, это была основная информация, градация. Я не говорю о зарплатах выше 50 тысяч дирхам, и такие тоже есть, и таких тоже очень много. Но это уже зарплаты, которые единицы получают. Даже из наших, кто русскоязычных, кто-то там приехал из СНГ, чтобы такую зарплату получать, это, во-первых, он должен уже в своей стране быть управленческий пост занимать, в очень хороших международных компаниях. Однозначно у него должен быть опыт работы в другой стране, может быть, уже курировал какие-то крупные проекты, строительные, будь то менеджер каких-то фармакомпаний. То есть, да, такие зарплаты получают, и в нефтяной сфере получают такие заработные платы. Но мы сейчас не будем говорить
соответственно, о такой заработной плате, потому что мы сейчас берем на средний, собственно, средний уровень людей, которые вот должны стремиться к определенному уровню заработной платы, который вас интересует. Так, друзья, я перехожу к следующему этапу вопросу. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, расскажите, было ли вам интересно, какие у вас еще вопросы, какие темы вас интересуют в прямом эфире. А я хочу рассказать вам, от чего зависит заработной платы в той или иной, как бы, вообще должности. Сразу хочу сказать, друзья, что на свой счет не берите. Если вы получаете зарплату меньше, чем кто-либо другой, это не говорит о том, что вы хуже, или вам не доплачивают, потому что у вас там не дохватает компетенции, потому что есть такие вещи, как говорится, хоть прыгни, выше потолка не прыгнешь. То есть, как бы вы ни старались, есть определенный уровень, ну, например, не платят работникам стран СНГ, например, пришедшим сразу, допустим, взять того же юриста. Вот вы, если с дипломом юриста СНГ или дипломом, там, я не знаю, просто приехать и, я не знаю, работать там сразу в салоне красоты, вам никогда не заплатят там сразу там 20 тысяч дирхам. То есть, соответственно, вы должны сразу понимать, что у вас будет постепенный рост по мере набора опыта, вне зависимости от того, сколько вы получали, какой у вас опыт работы. Все это надо здесь доказывать, заново завоевывать себе имя, репутацию, может быть, нарабатывать клиентов, поэтому здесь не зависит от того, что от вас. Иногда это сама компания, политика такая, что они готовы, в принципе, платить, может быть, определенную национальность набирают на эту должность, есть у них какое-то стереотипное отношение. И, кстати, здесь не сказать, что вот какое-то такое унижительное отношение, да, унизительной какой-то национальности, просто есть такое определенное стереотипное сложилось мнение. Оно, кстати, мы тоже можем, да, некоторых вещей мы видим, что кто-то определенной национальности, она выполняет эту работу лучше. Например, очень часто наши могут там, у себя сложилось, что там люди с Африки, допустим, делают одну работу интересно, хорошо, там, допустим, я не знаю, айтишниками являются там, не знаю, индусы там часто бывают, бухгалтеры они хорошие бывают там и так далее. То есть у нас русскоязычные, например, девушек очень часто берут на какие-то презентационные, потому что они очень красивые, там, такие яркие, вот, и девушек в хостел берут, или там престижным считается, если девушка такой скажем так, славянской национальности на ресепшене, поэтому есть такой определенный сложившийся стереотип, это не то, чтобы, и там филиппинцы очень хорошо продают, да, в отделе обслуживания, приятные люди такие. Вот я о том, что это просто такое определенное стереотипное мнение, поэтому не надо по поводу этого рефлексовать, если вас не принимают на определенную работу, должность, сразу же опускать руки, потому что от чего зависит заработная плата? Это зависит от вашего паспорта. Как я уже отметила, и вот перехожу плавно, и теперь вот прям... Первое – это паспорт, то есть здесь из какой вы страны влияет на то, сколько вам будут платить, соответственно, уровень самой фирмы. То есть вот объективные факторы есть, которые вы не измените. И это является ваша страна происхождения, ваша страна родина, ваш уровень вообще самой фирмы, уровень, может быть, эта фирма в целом там небольшая фирма, и она не будет брать вас на работу и платить вам больше, чем, например, в другой фирме, понятно. Ну, и понятно, что должность это тоже зависит. Ну и, конечно, скажем так, где эта компания сформировалась, какое имя у этой компании и так далее. То есть много таких факторов, какой бюджет у компании. Субъективные факторы есть, которые влияют на заработную плату. Это понятно, что это где ваш опыт. Ваш опыт тоже важен. Именно опыт, особенно в Эмиратах, работали ли вы или нет. Потому что, смотрите, вам меньше доверяют, если вы еще здесь не проработали, потому что считается, что мало ли вы уедете. Может быть, вы приехали, вы еще не закрепились. И, соответственно, такие факторы тоже влияют на его, скажем так, доверие к этому работнику, который еще не закрепился здесь. Далее, что у нас еще влияет на вашу заработную плату? Друзья, на вашу заработную плату влияют ваши связи, навыки, влияют ваши компетенции, ваши
нетворкинг ваш, может быть, или какое-то определенное влияет ваше наличие у вас какой-то лицензии. Например, если вы врач, вы уже получили, там, я не знаю, здесь уже имеете лицензию. Или, например, какой-нибудь ядохимикатом у вас есть доступ, там вас надо взять в компанию, там, я не знаю, дезинфекция какая-нибудь, работа, я не знаю, много очень разных работ, где у вас уже есть лицензия. Если у вас хорошие социальные сети, если вы связана работа с каким-то маркетингом, пиаром, привлечением клиентов, а у вас уже есть хорошие наработанные, ну, я не знаю, социальные сети различные, будь то TikTok, будь то YouTube, что угодно, да, Instagram подписчики, особая спецификация у вас, если есть, может быть, я не знаю, ну вот у меня был в практике летчик, да, который... Ему было 60 или сколько-то лет, но он продолжает работать, его здесь хорошо там оплачивают, потому что, ну, нету больше преподавателей, летчиков здесь с его навыками, с его компетенциями. Поэтому такие люди всегда будут вне конкуренции, и у них потому что особая спецификация, специализация. Ну, конечно, друзья, есть такая категория людей, которые очень много здесь давно уже живут, им лет по 20, по 15 живут, особенно если они арабского происхождения, у них уже здесь есть связи, друзья, которые помогают им устроиться, получить хорошую работу, поэтому это тоже влияет, друзья. Внешность, религия и национальность не играют такой прямо принципиальной роли, друзья. В этом плане сразу там надо определиться, что прям такого-то вот дискриминации такой прям сильно нет. В этом плане можете даже не сомневаться, может где-то есть местечковые там, но в целом все зависит от вот этих перечисленных факторов. Вот, друзья, задавайте ваши вопросы. Я перехожу к тому, что я расскажу вам, на что можно сделать уже сейчас, для того, чтобы вашу заработную плату в будущем, наверное, подняли. Ну, в принципе, друзья, я же вам рассказала, да, вы знаете, куда ориентироваться, на что смотреть, на какие заработные платы себе там примерно прикинуть, какой там отрасли. Еще, кстати, есть люди, которые дополнительные источники заработка имеют, там, я не знаю, кто-то выпечкой занимается, кто-то фитнес там проводит уроки, репетиторством занимается, то есть это фрилансеры, фотографии делает, какие-то комиссии получает, каких-то посредниками выступает где-то, поэтому в переговорных процессах. Поэтому, друзья, такие дополнительные источники заработка тоже имеют место быть, которые увеличивают, в принципе, вот общую корзину, скажем, доходов семейного бюджета. Так, что можно сделать уже сейчас, чтобы у вас заработную плату повышали со временем вам? Нарабатывайте язык, само собой, понятно. Если вы в своей стране хотите приехать в Эмираты, то, соответственно, нужно, конечно, язык знать, английский. Чем лучше у вас язык, тем лучше вам самому будет ориентироваться, особенно вот если вы... Очень интересный вопрос иногда бывает, когда говорят, я не знаю языка, я хочу получить, ну, как бы, как я могу приехать и работать. Друзья, сразу скажу, если вы не знаете языка английского, какой, извините, смысл сюда приезжать и мыть посуду? Ну, кем вас еще могут взять? Если вы будете таскать, не знаю, мебель таскать, может быть, посуду, помыть там, кого я знаю, да, кто не знает язык, делают работу такую, но вас всегда могут обмануть. И потом, зачем вам приезжать и составлять конкуренцию людям, для которых такая зарплата, такой уровень, это действительно спасение. Для вас это не тот уровень, для которого, извините, надо менять, перестраивать всю свою жизнь и приезжать, и без знания языка вас никуда иначе не возьмут. Как вы себе представляете вообще работу без знания языка? Однако для тех, кто переживает, что достаточно разговаривать, не надо там писать, вас никто не будет просить там что-то, я не знаю, только юристы мы пишем, вам достаточно просто хорошо изъясняться и понимать, и все. Причем не надо там такой литературный язык, достаточно знать, просто общее иметь сказать, быть понятым, и все, этого достаточно. Ну, конечно, чем лучше у вас язык, тем лучше потом для вас, вы его совершенствуете. Что еще можно сейчас сделать? Это развивайте свои социальные сети. Они очень здесь любят, если вы говорите, что у вас там канал раскрученный, что-то у вас еще какая-то там особенность, вот именно связанная с тем, что у вас есть дополнительные связи. Ну что еще можно?
Ну, я так уже прикидываю, что в целом, да, растите, пишите книгу, защищайте какие-нибудь, ну, дипломы, там, получайте второе высшее образование, как-то для того, чтобы в целом повышать свою копилку, какие-то преимущества над другими кандидатами. Ну, не знаю, освойте какой-нибудь курс, скоропечатание, там, я не знаю, новое программное обеспечение, альтернативные профессии осваивайте, если вы Эмираты хотите, там, не знаю, вот как я уже сказала, кто-то подрабатывает, различные есть подработки, даже особенно вот девушки, которые сейчас занимаются в сфере салонов красоты, там умеют прическу сделать красивую, кого-то накрасить, сфотографировать или ногти, там маникюр сделать. Эти девушки, они никогда не останутся без работы, друзья. Поэтому хотелось бы такой вот навык, чтобы, который вы имели, который даст вам, ну, всегда, как говорится, на пропитание себе заработаете. Так, я перехожу к вопросам, друзья, вашим. Вы задавайте, какие вопросы есть. Расскажите, какие у вас есть идеи по поводу тем на следующий прямой эфир. Аренда квартиры, машина, девушка, квартира, минимум. Ну, смотрите, минимум, я скажу так. Я уже говорила в одном из видео, что если вы прям приехали, $1000 вам хватит, если вы только на первые 3 месяца, пока вы ищете работу. Ну, если у вас запросов там нет, вот, если аренда машины, то вам $2000, наверное, придется, потому что аренда машины, это, соответственно, вам нужно уже и депозит оставлять, вам нужно и бензин, и там дополнительный салик будете платить, возможно, ну, очень много там расходов с машиной, тоже больше расходов. Так, ну, квартира, да, вот это вот, вам надо будет самой просчитать. Я вот говорю, что минимально $2000, наверное, вам будет хватать. Думаю, что будет хватать вполне. Я думала, в Дубае минимум $5000 с ценами на все. Нет. В Дубае на самом деле разница большая. Люди некоторые даже живут, скажем так, в Шардже, хорошо экономят. Приезжают, работают в Дубае и вот так себя очень экономят, потому что в Шардже дешевле, кто-то живет в Аджмане, кто-то в Аджмане вообще дешево, тоже я слышала, но я там не была, в Рас-эль-Хейме цены дешевле, то есть в самом Дубае, особенно в центре, очень все дорого, особенно если вы туристами приезжаете, вы все видите, вам все вообще дорого, но люди, которые здесь живут, которые работают, они уже знают, где, куда идти, за какими ценами. Так, друзья, вопросы я жду от вас. Так, все, тогда мы завершаем скоро уже эфир. И скажу, какие меры предпринять, если работодатель не оплачивает проценты с продаж. Друзья, это очень такая щепетильная тема, вам нужно будет это прописать в договоре. К сожалению, если он не оплачивает проценты, этим грешат многие работодатели, то, в принципе, вам нужно искать такого работодателя, который будет оплачивать, потому что, ну, как правило, видите, это в договоре не прописано, если это устная договоренность, то вы этого не докажете, а если вы идете судиться, вам всегда нужны доказательства на руках, без доказательств бесполезно. Если он вам обещает, просите тогда письменное вот заверение, что вот он должен с печатью поставить там на бланке, ну как юридически я вам говорю, что вот я должен такую-то задолженность вернуть по зарплате там такому-то человеку, и все, как-то так может быть потом в будущем, ну если он говорит да, или чек возьмите у работодателя на эту сумму на определенную дату, если он говорит все, я вот тебе оплачу и начинает завтраками кормить. Там зависит от ситуации, друзья, там нужно по каждому отдельно смотреть. А так, если не закреплить, то, конечно, не сможете взыскать. По какой визе лучше ехать? По визе однозначно туристическая. По какой еще вы хотите ехать? Больше других виз нету. Вы приезжаете либо по туристической, либо по учебной. Если вы приехали по учебной визе, вы не можете уже работать. Вам нужно менять эту визу на рабочую визу. Это resident виза. Поэтому только приезжаете, ну, резидент-визу вам раньше открывали, сейчас никому не открывают, будучи за пределами страны, чтобы вот кто-то вам открыл, разве только что вы, я не знаю, прям супер профессионал в какой-то узкоспециализированной деятельности. Наша школа стоит 20 тысяч дирхам где-то, ну, 20 тысяч дирхам в год вы платите, это не без учета, так, вы написали, да, без учета проезда на автобусе, без учета книг и школьной формы.
можно узнать, в договоре прописано. Если в договоре прописано, то вы можете подать жалобу и отсудить его, конечно. Надо будет тогда жаловаться. У вас там есть контакт-центр по трудовым вопросам. Телефон у меня где-то есть, в одном из постов я выкладывала телефон, номер. Вы туда звоните и жалуетесь. Если это Фризона, в администрацию Фризона, если это Министерство труда, звоните. Если у вас Дубай Ленд земля, да, ну, дубайская компания, скажем, LLC компания. Так, друзья, всем спасибо за внимание. Мы где-то минут 40 пообщались. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Ютубе это видео будет размещено. Ну и в Ютубе подписывайтесь. Все, всем пока, спасибо большое, спасибо за внимание.